Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую я в этом видео овнов. У нас грядет месяц апрель, близится, он практически уже у нас на носу. И давайте посмотрим, каким же будет этот месяц для представителей знака Овен. Мы посмотрим общую атмосферу апреля, сферу работы, финансов, личной жизни и, конечно, совет и предостережения. Итак, давайте начинаем с общей атмосферы. Посмотрим, какой же будет у нас апрель для овнов. Так, общая атмосфера. Благоприятный будет апрель для овнов. Вы знаете, вот вы счастливчики. Такое чувство, что вы прям вот в потоке. Во-первых, апрель будет для вас щедр на какие-то новые начинания. Это новые знакомства, это возобновление когда-то забытых отношений, это какие-то новые возможности. Вы движетесь в нужном направлении. Карта компас. Вот вы выходите из дома, и все нужные люди попадаются вам на пути. Нужные знакомства, нужные связи. Вот куда бы вы ни пришли, вы всегда в первую очередь двигаетесь в нужном направлении, вы двигаетесь к цели по правильной дороге. Правильное, конечно, такое здесь весьма условное определение, но тем не менее все у вас хорошо. Плюс, смотрите, удача вам благоволит. То есть все, что вы делаете, имеет свое благословение свыше. Все, что вы делаете, у вас будет получаться, будет удаваться вам. Поэтому апрель для вас, уважаемые овны, весьма такой благоприятный. И вы в текущем апреле будете, в будущем апреле, вот в грядущем, будете счастливчиками. Что касается сферы работы, давайте посмотрим, что ждет в работе овнов. В работе, вы знаете, я не могу сказать, что все просто. Скорее всего, вот эти трудности, они связаны с каким-то новым началом. Новый месяц, новый проект, новое какое-то, знаете, дело, новая деятельность. И вам нужно будет суметь защитить свои позиции. Прям, знаете, вот какая-то полемика, дебаты, разговоры, которые будут направлены на то, чтобы укрепить и защитить ваши позиции. Но все в ваших руках. Вам будут удаваться те шаги, которые вы запланируете. У вас будет все получаться. Да, не без трудностей. Здесь, знаете, вот как без труда не вытащишь рыбку из пруда. Нужно будет постараться, но у вас будут силы, будут нужные люди рядом, будет желание, будут ресурсы для того, чтобы все, что вы наметили, реализовывать. Вы знаете, нужно отметить, что не всегда те победы, которые мы одерживаем, нас в полной мере радуют. Будут моменты, оглядываясь на которые вы будете сожалеть, да, то есть вот здесь бы лучше я по-другому поступил, а вот здесь бы иначе поступил, но тем не менее это ваш опыт. И я не могу сказать, что вот то, что вы будете делать в работе, будет носить такой вот негативный оттенок. Нет, вы идете вперед к победе, вы в позиции лидера. Есть те, кто готов вас поддерживать, но вот здесь какая-то вот ложка дегтя, она будет присутствовать. Но здесь, знаете, этого не избежать. Здесь придется жертвовать чем-то меньшим. Из двух зол выбираем меньшее. И поэтому здесь та же самая война, которую вы ведете, опять же условно называем война, те же самые разговоры, те же самые дебаты, которые вы ведете, вы будете вести с позиции правильности вот именно на тот момент, когда вы будете находиться в этом разговоре. Чуть позже вы можете как-то вот сожалеть о сказанных словах, о сделанных поступках, но то, что вы сделаете, то, что вы будете говорить, то, что вы будете делать, ведет вас к победе. И иначе не могло бы быть, иначе не получилось бы. Поэтому знайте, что вот объять необъятное здесь не получится, но максимально благоприятную дорогу для себя вы ее будете выстраивать вот именно в грядущем апреле. Что касается финансов, что с финансами у овнов в апреле? Что с финансами?
Вы знаете, а у вас в целом все прям хорошо. У кого-то львиная доля дохода идет от мужчины. У кого-то это муж, у кого-то это такой благосклонный начальник-руководитель, у кого-то это такой вот щедрый мужчина-покровитель. Какой-то источник дохода вы отсекаете. Вот знаете, такое чувство, что вам в руки идет какой-то заработок, а вы отказываетесь от него. Причем отказываетесь в пользу того, что стабильно для вас. Это стабильное место работы, это стабильный доход, это стабильные денежные поступления от мужчины. И поэтому, знаете, вот как-то вот на перепутье у вас есть возможность еще согласиться, принять вот этот вот тот новый источник, но вы пока от него откажетесь в пользу того стабильного, того постоянного, который вы имеете. Причем, вы знаете, здесь у вас постоянные денежные поступления, вы не испытываете нужды, вы не испытываете нехватки, скорее всего, это какой-то новый источник дохода, который для вас не является совершенно таким вот, знаете, обязательным и необходимым. У вас и так постоянно какие-то денежные поступления, они к вам идут, и вам вполне хватает. Даже хватает, знаете, на хлеб с маслом и с черной икрой, я бы сказала. Здесь все замечательно в апреле. А что в сфере любви будет у овнов? Апреле, сфера любви. Так. Тройка монет. Вы знаете, в первую очередь нужно отметить, что новых людей в вашей жизни я не вижу в апреле. Вся эта история будет разворачиваться с теми, кого вы уже знаете. У кого-то здесь могут отыгрываться деловые отношения, у кого-то может быть влияние третьих лиц. Тем не менее, в целом вас все устраивает. Карта солнышка – это карта тепла. Кто-то вместе едет в отпуск, кто-то сумеет договориться, найти какие-то компромиссы в вопросах, в которых у вас ранее были разногласия. У кого-то здесь даже отыграется подписание официальных документов. Ну, кто-то, допустим, жил гражданским браком, да, и решил официальные отношения узаконить. У кого-то это любые другие, у кого-то там брачный контракт, у кого-то приобретение чего-то такого крупного, да, крупные покупки, которые вы оформляете совместно. Поэтому здесь в целом все хорошо, все положительно, но нет движения вперед. Вот двойка мечей – это, знаете, как некие вопросы, в которых у вас еще нет согласия. Да, каких-то согласий вы, компромиссов уже достигли, но вам есть к чему стремиться. Это не финальная точка. У кого-то могут отыгрываться такие отношения, когда актуально рождение детей или разговоры о детях. Тем не менее, знаете, вот полноценного какого-то вот движения вперед, да, вот куда-то к намеченным целям и планам, его пока нет, потому что вы не сумели еще договориться, но вы ищете компромиссы. И вот по пажу пентаклей, по пажу монет нужно будет, знаете, вот суметь сделать шаги друг другу навстречу. Допустим, партнер вам отвечает: нет, вот я с этим не согласен, но я готов тебе предложить то-то, то-то. То же самое и вы. Вы не соглашаетесь на какие-то его условия, но готовы ему предложить какой-то определенный, опять же, компромисс. У многих здесь отыграется как восстановление утраченных отношений, примирение после ссоры, после разрыва, восстановления отношений. В целом все неплохо, в целом все хорошо. Не хватает романтики. Вот романтики бы побольше, и будет все чудесно, будет замечательно. Но, вот еще раз повторюсь, полноценного какого-то движения вперед я не вижу, потому что есть какие-то ограничения. Карты мир. Да, есть какие-то ограничения, но все решается больше в таком положительном ключе. И вы знаете, это не то, что сейчас нет движения, его не будет. Оно обязательно будет, просто в более длительный срок. Не в апреле, а, возможно, май, июнь и так далее. Поэтому то, что несет апрель в личной жизни, это тот максимум, который вы сейчас можете охватить. Здесь будут найдены компромиссы, здесь будут достигнуты какие-то соглашения, и возможности новые будут какие-то открыты. Но
не по максимуму, не по глобальному максимуму, так скажем. У многих, кстати, может отыграться то, что вы находитесь просто с партнером своим на расстоянии, потому что и мир, и звезда — это символ дистанции, да, это символ того, что мы находимся на расстоянии. Тем не менее, все, что можно взять в апреле, вы возьмете. К чему стоит стремиться овнам в апреле? К чему стоит стремиться? Вы знаете, а к переменам нужно. Здесь не нужно ставить многоточие, не нужно ставить точку. Здесь нужны действительно перемены. Причем, вы знаете, не бойтесь мечтать, потому что все эти ваши цели, планы, мечты и фантазии, они имеют право, имеют возможность быть реализованными в дальнейшем. Все, что касается официальных документов, соглашений и бумаг, здесь, конечно же, да, здесь, конечно же, положительный ответ. Все лучше фиксировать на бумаге, все лучше решать за столом переговоров. И вы знаете, если вы чувствуете, что у вас не получается, вот знаете, напрямую за столом переговоров решить все детально, да, вот разложить по полочкам, здесь можно воспользоваться таким приемом, как небольшая такая, не скажу, что манипуляция, да, а выворачивать ситуацию в свою пользу. Вот здесь абсолютно не возбраняется, если вы знаете, что это в дальнейшем пойдет вам на благо вашим отношениям, целям, планам, проектам. Причем это абсолютно во всех сферах отыгрывается. И работа, и личные отношения. Чего стоит остерегаться? Чего стоит остерегаться овнам в апреле? Вот вы знаете, рядом с вами могут находиться люди, которые корыстны, которые меркантильны, которые за счет вашего успеха могут иметь желание нажиться. Вот с такими людьми стоит быть осторожнее. Плюс, смотрите, идут семейные карты. Все вопросы, которые касаются семьи, отчий ли это дом, ваша ли собственная семья, все это стоит решать очень осторожно. Ну и королева пентаклей. Очень часто это мама. Очень часто эта карта указывает на мать. Поэтому все, что касается семьи, материнства, ваша ли это мама, либо же вы являетесь матерью по вашей ситуации. Вот все, что касается семьи, максимальное внимание, максимально трепетное отношение. А почему? Вы знаете, вот здесь речь идет о взаимопомощи. И эта взаимопомощь связана с достижением поставленных целей. Вот какими близкими ни были бы ваши родственники для вас, да, поскольку речь идет о семье, вполне могут быть те близкие вам люди, которые не всегда относятся к вам искренне, а есть нотка корысти, есть доля корысти. И здесь вот эта взаимопомощь, вот этот вот взаимовыгодный обмен, он просто неравноценный. Кто-то вкладывается больше в эту взаимопомощь, а кто-то меньше. И здесь очень важно, да, какими бы дорогими ни были эти люди, помощь оказывайте аккуратно, чтобы на почве оказания этой помощи, финансовая ли, эмоциональная ли, какая бы она ни была, чтобы это все было, вот знаете, очень осторожно, чтобы не было на почве вот этой вот совместной деятельности, потом взаимных претензий и ссор, и, так скажем, конфликтов. В целом, месяц апрель для овнов очень благоприятный, весьма благоприятный. И все ситуации, в которых вы будете находиться, они будут решены вам на пользу, потому что сама фортуна вам способствует, и ваш путь, он как будто, вот знаете, вот предначертан заранее, и вы выбрали правильное направление, вы идете правильной дорогой, вот туда, куда вам нужно идти. Благодарю всех за просмотр, буду рада и благодарна всем за обратную связь. До встречи в новых видео.